Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Скажите, какой предмет в школе был вашим любимым? И пригодились ли вам эти знания во взрослой жизни? Вот я любила геометрию. И кто ж мог подумать, что через столько лет после окончания школы я буду вести блог по лоскутному шитью. И геометрия окажется в числе моих самых любимых предметов. Ученье свет, а не ученье, чуть свет и на работу. Как построить выкройку без инструментов? Нам надо вырезать полукруг. Диаметр определяйте сами. Какой будет размер готового изделия? Берем лист бумаги, сгибаем, намечаем середину. Потом сворачиваем так, как будто собираемся сделать половинку снежинки. Проверяем линейкой, чтобы радиус был одинаковый. И отрезаем лишнее. И получился полукруг. Но это еще не все. Сразу же наметим дополнительные линии. Наш полукруг делим пополам и отгибаем часть окружности. Контур сразу же обрисуем. Саму идею такой интересной игрушки я увидела на канале Любови Рулевской. Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует, Танин мячик бросил в речку, обломал быку дощечку. Каждый знает, это кто? Это Агния Барто. Вот, синяя ткань основы – это что-то вроде мокрого шелка. Эта ткань очень подвижная, поэтому выкройку прикалываем, потом обрисовываем. Следим за направлением долевой нити. После того, как обрисовали детали, уже можно их вырезать. И готовим 12 таких заготовок. Мне хочется мою поделку сделать яркой и красочной. Тем более здесь ткани надо совсем немного. Немного дорабатываем нашу выкройку. Вырежем намеченный лепесток. Теперь внимание! Все детали мы выкраивали ровно. Припуски на швы уже были учтены. А лепесток нам надо сделать немного больше. Примерно на 3 мм с каждой стороны. Оставляем припуски на швы. Поэтому сделаем еще одну выкройку. Хотя можно было и сразу выкраивать с учетом припуска. Ткани у нас разные, многие подвижные. Поэтому выкройку сначала прикалываем к ткани, потом обрисовываем и лишь потом вырезаем. Таких цветных деталей нам надо 12 штук. И смотрите сразу, что у нас остается после того, как вырезали детали. Те кусочки, которые побольше, их будем использовать для дальнейших проектов. А мелочь прибережем для пиццы. А теперь приступаем к сборке. Находим середину окружности. Делаем там надрез. От этой серединки отступаем вниз примерно на 6-7 мм. Это ширина шва. На желтой детали отступ делаем чуть больше, по 7 мм с каждой стороны. И скалываем обе детали. Но лучше всего не полениться и шить детали вручную. Так получится точнее. Самое главное, помните, что шов должен начинаться и заканчиваться на 5 мм, не доходя до конца детали. Готовим нашу красавицу Юнику от Effective к работе. Если ткани позволяют, то можно шить без наметки. Для удобства и точности можно нарисовать точки начала и конца швов. Чтобы не обрезать нитки, я сразу же пришиваю все цветные детали с одной стороны. После этого приступаем к другой стороне. Разворачиваем нашу большую деталь и пришиваем ее ко второй части лепестка. Чтобы не промахнуться, тоже можете сначала ее наживулить. Для экономии ниток и времени сразу же сшиваем одну деталь за другой. В конце и начале каждой строчки обязательно делаем закрепки. Теперь остается только зашить открытый край. Но дошиваем его не до конца,
Оставляем отверстие для выворачивания. Вот такие детали у нас получилось. Их 12 штук. Готовим к дальнейшей работе. По краю лепестков делаем надсечки. Если надо, то подрежем углы. Набивать буду холофайбером. В интернет-магазине 1 метр ткани приобрела большую упаковку. Тщательно расправляем все швы. Набиваем плотненько, но не очень туго. А потом берем иголку с ниткой и зашиваем оставшиеся отверстия. Нитку закрепляем. Потом уводим ее вглубь детали, немного натягиваем и обрезаем. Все, конец нитки надежно спрятан. Так готовим все 12 деталей. Остается только соединить их между собой. Сшивать будем по 4 детали вместе, верхними уголочками. Должно получиться кольцо. По окружности все закреплено, а внутренние части свободны. Получилось у нас 3 таких кольца. Теперь приступаем к сборке. В интернете этот шарик отнесен к развивающим игрушкам, разработанным для занятий по методике Марии Монтессори. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Рота по тревоге встала. Таня – дочка генерала. Так вот, во-первых, по нему можно учить цвета. Во-вторых, пространственное воображение. В-третьих, эти цветные грани можно сделать из разных по текстуре тканей. Гладкий атлас, бархат, вельвет, шелк. И, как показала практика, не только дети, но и взрослые с интересом занимаются этой головоломкой. Шить ее несложно вместе с детьми, даже если у вас нет швейной машинки. Зато сколько радости! Такой прекрасный мячик своими руками. Вот что такое футбол? Это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч. Ну, в общем, я пошла готовить новый мастер-класс, а вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!